Нет ничего постыдного проиграть в поединке с достойным соперником. Это значит, что еще есть чему поучиться, и напоминает, что всегда нужно оставаться скромным. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую, прошу внимания. Карта Liquid Gold. На нижней позиции The Game. Доктор Тракс, токсиновая армия Гла. Верхняя позиция Team Step. Генерал Тонс, лазеры США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, поединок в рамках мировой серии, раунд 2, до 6 побед, счет 3-0. Team Step ведет. Достаточно комфортное преимущество для Team Step, а для The Game такой счет — это повод взять себя в руки и забирать игру. На кону выход третий раунд, где одного из участников данного противостояния ждет игрок с никнеймом Шей, который обыграл Хесен Леба со счетом 6-5. Ну а по результатам этой игры либо Team Step укрепляет свое преимущество, либо The Game в этом матче берет свою первую победу. Ну, понеслась. Итак, захват вышек. Team Step еще захват не выучил. Нет, выучил уже захват и готовится на правом фланге две вышки захватывать. В центре ставят казарму, но пока что этого делать не дают. Подрывник гоняет здесь дозер. Кстати, Team Step стартанул без продажи командного центра. У него есть две казармы. Ну, понятно, в одной из казарм захват учится, в другой спамятся рейнджеры. Справа вышка уже захватывается. В центре также вышку Team Step захватывает и как раз дозером ее чинит. Кстати говоря, и на в центре уже также начинается захват. Тут и The Game прибежал своим ребелем тоже вышку захватывать. Слева тем временем также The Game готовится к захвату, ставит норку и ракетчиков рассаживает в домике. Тем временем техничка отменила захват Team Step и поехала дальше. Она пустая. Нет, там есть 3 юнита. Вопрос, что это, подрыв, либо может быть там какие-нибудь ракетчики. Ну, вышка уже у Team Step здесь-то захвачена. Дозер на пути, но Дозерхан не страшен. Напоминаю, Team Step не продавал командный центр. Лазерлок, но техничка отступает. Тем временем хочет передавить, я так понимаю, пехоту Team Step The Game, но тем временем все-таки удается убить техничку. Два ракетчика плюс подрывник пытается тут побежать за дозером, но есть хаммеры, просто ликвидация этой пехоты. Справа тем временем Team Step себе вышку взял. The Game также себе вышку здесь пытается захватить. В принципе, удается пока что. Отмены никакой нет. Ставятся норы как раз рядом с коробками и нефтепереработкой. Что же касаемо мейна, то здесь глашник добывает на левом ресурсном доке. Справа пока еще ресурсник не ставит. Вышка на мейне захвачена. Справа также вышка у Токса есть. Слева и на центре, слушайте, тоже вышка имеется. Так еще и справа. И в сумме у нас получается сейчас 5 вышек у Токса. Две технички стоят, дежурят. Вышка захвачена. Ребеля можно в домик садить. Два хаммера катаются. Справа тем временем Ребель побежал, возможно, выселять дома. Так, ну и спамится просто пехота сейчас в виде ракетчиков. И готовится хаммер, я так понимаю, идти в атаку. Тем временем технички пытаются здесь сражаться с хаммерами. Минус причем сейчас рейнджер, а рейнджер уже с изученными флешками. Просто Team Step пытается выселять эти позиции. В принципе, хорошее, на мой взгляд, решение. Ведь здесь коробки на центре стоят. Соответственно, потом в будущем можно будет американцу выходить третий ресурсный, просто начинать там добывать. Минус техничка через лазерлок Team Step, причем еще и закрывать. Хаммер помогает, можно высаживаться и ракетчика садить в домик, конечно же. Минус токсиновый ребель, соответственно, из домика уже никого здесь не выселят. Минус техничка. Нет, техничка, слушайте, уходит. Правда, она очень сильно каленая, но есть две лычки, и техничка сейчас будет восстанавливаться. Хаммер пока на страже стоит здесь. Ну, в принципе, такой технички к домику подходить без какой-либо там пехоты, ну, нечего просто тут делать. Есть токсиновый ребель, можно подъезжать и делать такой мувик. Подъезжаешь близко, высаживаешь пехоту и через токсинового ребеля просто уничтожаешь пехоту сопернику. Хаммер минус. Нужно садить срочно The Game пехоту, но Team Step делает это раньше. Начинается перестрелка, и ракетчик The Game закрывается. Тем временем техничка слева пока просто стоит, загружается сюда токсиновый ребель и обратно уходит на ру. Пока попытку атаки на базу к Team Step The Game не предпринимает. Ставится Search. Стратегический центр вовсю строится, хаммеры катаются на центре. Так, здесь рейнджер побежал. Напоминаю, что у рейнджеров изучены флешки, и можно, в принципе, выселять эти дома. Вновь драка на правом фланге. Я бы даже, наверное, сказал,
на центре справа. Здесь Тимстеп работает, пробивает техничку The Game. Ну вот эту вышку, наверное, уже нужно просто уничтожать, либо перезахватывать. Но опять же, Глашник может приехать в любой момент, попытаться ее обратно себе вернуть. The Game поставил, кстати говоря, второй ресурсный центр. У него есть 2 военных завода, есть уже, кстати говоря, дворец. Это только 6-я минута игры, достаточно хорошо по таймингам поставил The Game дворец и поехала вновь течь. Вопрос, что там? Там есть 4 юнита, это подрыв или это ракетчики? Слушайте, если это подрыв, то можно прямо сейчас забирать 2 здания. Еще и вместе с дозером, возможно, получится. Не достаивается стратегический центр и просто подрыв саплая и каркаса стратегического центра. Еще и минус дозер. Шикарный. Шикарный действительно подрыв. Справа тем временем уничтожается The Game вышка. Не стал Тимстеп ее себе перезахватывать. И ставят The Game уже по счету, я так понимаю, уже 4 ресурсных центра. У Глашника-то 4 ресурсных центра. И по счету у него похоже, что еще и 4 вышки. Хаммеры заезжают слева. Технички пытаются как-то поджимать. В принципе, удается. Минус уже 2 хаммера. Но и технички также сливаются. Тем временем Тимстеп себе вышку слева здесь взял. И вот этот хаммер бы еще бы забрать бы не мешало бы. Ну же, The Game, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Есть. Хороший размен на самом деле. Много, правда, техничек было потеряно, но и хаммеров было потеряно немало. Рейнджеры побежали вперед. У рейнджеров есть флешки, сейчас они будут просто выселять здания, но есть технички. Технички, в принципе, спокойно будут отменять этих рейнджеров. Есть 2 хаммера, есть медичка, спамится еще, снова разворачивается стратегический центр. Я так понимаю, что Тимстеп до сих пор добывает в 1 ресурсный центр, но у него есть 4 вышки. Это уже хорошо. В будущем, я думаю, что Тимстеп будет выходить уже во 2-й ресурсный центр. Как раз тут док простаивает. Стратегический центр готов, стратегия Search and Destroy активирована. Гаммеры сейчас стреляют дальше. К дальности стрельбы им прибавляется. Вновь рейнджер побежал. Можно пробовать еще один дом здесь выселять. Но тут токсиновые норы кругом, поэтому это уже будет тяжелее делать. И перезахват. Хочет The Game себе эту вышку в свой актив, скажем так, забрать. Прибежал при этом при всем здесь рабочий и устанавливает норку, а потом ракетчики, скорее всего, просто всядут в домик. Работают хаммеры по ракетчикам. В принципе, одного закрыть удается. Еще один тут остался. Надо, наверное, не давать ему сесть в этот дом. Потом будет сложнее, конечно же. Пока этот дом выбьешь, можно и хаммер потерять. Ну, хотя, не знаю. Вполне вероятно. Пробивается здесь нора, не дает Тимстеп The Game ее построить. Но есть технички, слушайте, в итоге ракетчик-то садится все-таки. И получается, что сейчас хаммеры зажаты с 2 сторон. Дом справа, дом слева, плюс технички здесь работают. И просто Тимстеп теряет свою армию. Остался тут буквально 1 боеспособный хаммер, но он уезжает. Успевает все-таки уехать, спрятаться за домиком. Плюс есть медичка, которая помогает, которая подхиливает этот самый хаммер. И подъезжает подрыв, я так понимаю, Серча. Но не удается. Не удается, там было аж целых 5 подрывников, и не удалось, к сожалению, стратегический центр забрать. Как-то завтыкали подрывники на самом деле, но что поделать. Не удалось. Поставил, кстати, Тимстеп 2-й ресурсный, 3 вышки плюс 2 ресурсных центра. И, в принципе, я так понимаю, что лазерник сейчас чувствует себя шикарно. Рокетбаги появляются у The Game. Подъезжает близко, правда, к камерам. Дом все-таки вскрывается и потеря 1 рокетбаги. Ну, правда, размен на 1 хаммер. 2-я также, кстати, теряется. Еще 3 штуки подтягиваются в общую пачку. Пытается здесь The Game как-то достать хаммер, но очень много пехоты, нет квадов, поэтому надо бы, конечно, сейчас отступить. The Game бы не мешало бы на самом деле захватить еще НПЗ. У Токса подороже будут рокетбаги, поэтому скидочку на них получить не мешало бы. На самом деле, судя по миникарте, вот видно, да, как Глашник очень сильно здесь разожрался. Рокетбаги настреливают по вышке, и опять техничка поехала. Что там? Там ракетчики. Ракетчики пробивают дозер, который не может построить сейчас на данный момент Firebase. Хаммеры подъезжают, ликвидируют ракетчиков, но техничка просто стоит, там уже больше ничего нет. Тем временем хаммеры просто пока стоят, здесь уничтожается рейнджер. Ну и начинается пробитие норки. Рокетбаги подтягиваются, начинается перестрелка, выходит пехота. Да, ну с токсином и, конечно, на рой пехоте воевать-то проблематично, но она под серчем, в принципе, нормально достает, и норки не попадают. Ну и идет размены. Рокетбаги закрываются, хаммеры выживают, но 2 хаммера было потеряно. Выезжает квад, нужен Джарман Келл. Кстати говоря, я до сих пор не увидел Джарман Келла от The Game. Хаммеры продолжают свое наступление. Уничтожается еще одна позиция в виде норы. Рокетбаги работают, но лазерлоки.
Рокетбаги отъезжают обратно в нору. Хаммеры пока остановились, стоят на центре, загружается обратно пехота, плюс был пилот и лычкуется. Хаммер пробивается вновь на ран. Ну, выселяет потихоньку Тимстеп здесь позиции за гейму. Конечно, ему на самом деле было бы неплохо уже бы третий ресурсный вот здесь давать, поэтому вот эти позиции нужно очистить и как бы поскорее на самом деле. Ну, хотя на базе еще есть что добывать. Тут на 18 тысяч слева, плюс еще и справа также док качает, и одиночная А10 также пробивает нору. Справа док есть, здесь еще 3750. А справа тем временем The Game техничка прихватил, выселил бункер и уничтожает вышку. Слева также вышка Тимстепом была потеряна. И остается у него всего лишь одна. Если не предпринять попытку выйти в третий ресурсный центр, то в будущем это все может очень плачевно закончиться. Но в принципе Тимстепу удается прогонять The Game как раз таки с центра. Уничтожается еще одна позиция. Пехота закрывает. Причем, ну вот эти две норы надо еще закрывать. И в принципе уже ставить свои позиции. Лазер уже должен, в принципе, наверное, это делать. Деньги есть. Но у The Game это какой флоат? У него уже почти 12 тысяч на счету. 4-й ранг набирает Тимстеп. У The Game пока только 3-й. Нужно пробивать ресурсный центр. Бартон здесь бегает, также может помогать, в принципе, 2 рокетбаги, но близко, ну очень близко подъезжает The Game. И -2. Ресурсный закрывается, на пути 2 норы, но я думаю, что эта армия хаммеров спокойно эти 2 норки, в принципе, закроет. The Game вовсю уходит во вторичную экономику. У него достаточно много, на самом деле, черных рынков. Ну вот норок бы, наверное, на базе не мешало бы подспамить. И подрыв серча. Подрыв стратегического центра, минус, и вновь сразу же разворачивается новый. Кстати, уже есть молекулярная пушка от лазера. Хаммеры пока отступают здесь, рокетбаги прогоняют, но вот наспамил квадов, кстати говоря, The Game. И, в принципе, можно эту пехоту закрывать, да и, в принципе, и с хаммерами можно попадаться. Но вот сапплай вот тут уже необходим, на мой взгляд. Все, позиции-то The Game очистили. Норка здесь отстроить не получилось, но есть рабочий, можно, в принципе, разворачивать. Справа добыча не прекращается. Что по вышкам у The Game? Раз вышка, 2 вышка, 3 вышка и 4. 4 вышки, и разворачивается строительство скатштормов. 2 завода спамит The Game. Больше ему, видимо, и не нужно. В принципе, достаточно. Еще больше черных рынков спамит Глашник. Так, а тут хаммеры катаются вовсю. Я не знаю, вот эту вышку, может быть, стоило бы уничтожить. Но, видимо, что если идет сюда рейнджер, то я думаю, Тимстеп просто хочет ее себе как-то перехватить. Но вопрос, удастся ли это сделать. Рейнджеры направо, кстати говоря, побежали. Еще одна норка здесь добавляется. И арт-платформу так никто, кстати, из бойцов не захватил. Рейнджер-то прибежал, и здесь еще 3 также были. Но токсиновая нора справляется спокойно. Вся пехота уничтожается. Идет опять замес на центре. Очень много рокетбаги на самом деле. Ну да, флот, посмотрите, уже 18 тысяч у The Game. Ему можно уже, я не знаю, там 3 скатшторма развернуть. Еще больше рынков давать. Очень хорошая экономика. Стратегический центр готов, но стратегия Search and Destroy у Тимстепа, конечно, с экономикой это похоже. Ну вот 3 чинука стоят, можно на коробке хотя бы на дальняк отправлять. Пусть добывает. Пытался, кстати, Тимстеп перехватить вышку, но приехал квад, и перехват неудачный. Но, тем не менее, несмотря на такую большую экономику и достаточно большое количество юнитов, все равно в центре пока что господствует Тимстеп. Ранее был The Game, Тимстеп все-таки его выбил. И сейчас на данный момент камеры лазерника просто здесь катаются, вальяжно обороняются. Ну а тем временем The Game выехал, побил немножко юниты лазернику и обратно отступает. Минус техничка. Квады, естественно, сейчас тоже будут отлетать. Лазерлоки и минус квад. Справа минус пехотинец, ракетчик минус. Ну и хаммеры опять отступают обратно на центр. Я не знаю, ну может быть действительно есть смысл уже The Game как-то, ну может быть по правому флангу здесь уже выйти и разбить просто тут Тимстепу всю базу. Ну The Game такое ощущение, что не то чтобы побаивается, наверное, надежно играет. Мне кажется, что The Game уже чувствует как бы свое преимущество, как экономическое, так и по количеству юнитов, в принципе и по территории он намного лучше, мне кажется, выглядит. Поэтому он просто играет надежно, он не спешит. Ну Тимстеп дает ресурсный центр. Наконец-то, на самом деле, все, центральные коробки добываются, и залетает двойная А10, минус нора и минус вышка. Сокращается количество вышек The Game. Ну вот эту вышку надо было бы убивать. Так бы сейчас бы у токсинового генерала бы осталось бы их всего 2, а так их 3, и очень много рынков. Но на самом деле, смотрите, какое плотное расположение. И молекулярная пушка, если запустится, то она может просто, ну 4 черных рынка может и забрать, кстати говоря, при самом хорошем раскладе. Ну а тем временем Глашник
ТТшник все-таки врывается уже еще ближе так к границам базы Тимстепа. Здесь очень много пехоты, ракетчиков спамят. Тимстеп пытается рокетбаги прогонять, но тут и квады. Тут и рокетбаги, тут и ракетчики. Ну, в принципе, микс такой, который спокойно закрывает и ракетчиков, и квадов. Появляются снайперы у лазерника. Много хаммеров на самом деле. Так, снайпер работает минус ракетчик. Соответственно, кстати говоря, чинуки отлетают, потому что тут квады кругом и очень много, и добывать просто не дают. И начинается запуск молекулярной пушки, куда будет бить Тимстеп. Он бьет по вторичке. -1, -2, -3 черный рынок. Возможно, отлетит сейчас 4-й, даже на 5-й Тимстеп замахнулся. Ну-ка. Ну, 4 в сумме забрал и 1 временно отменил. Шикарный залп. Просто шикарный. Ну а The Game все ближе и ближе подбирается к Тимстепу. Здесь потеря хаммеров. И, кстати говоря, у Тимстепа 5-й ранг запускает повышение. Это листовки и топливная бомба. Но листовки летят мимо. А топливная бомба... Ну, 3 юнита, по-моему, забрала. Или 4. Спектр Ганшип залетает, также пробил. Но если дальше чем защищаться сейчас Тимстепу. Есть 3 хаммера, но Тимстеп сдается. Мы победили. Хороший бой показали бойцы. На самом деле, действительно такой насыщенный, мясной поединок. В принципе, все как мы любим. Печально, что эта победа The Game была единственной в этом матче. По итогу 6-1, победа Тимстепа, и он выходит в 3-й раунд. На самом деле, попасть даже во 2-й раунд мировой серии, это уже, я считаю, серьезным достижением. Поэтому The Game большой молодец. Я желаю ему удачи, и, возможно, в следующей мировой серии он покажет еще более крутой результат. Ну а Тимстепу желаю удачи в бою с Шеем. А закончить сегодняшний реплей я бы хотел словами как раз-таки The Game, который сказал это мне, когда мы с ним играли как раз-таки на Девконе. Да, мне посчастливилось с ним поиграть, а звучит это примерно так. Никогда не нужно раньше времени сдаваться. Всегда доигрывай до конца.